Всем привет, друзья! Уже середина лета, сезон отпусков и все такое. Солнце, море и, конечно же, радуга. И специально для тех, кто хочет добавить ярких красок, Apple уже 4-й год подряд выпускает ограниченную серию ремешков для Apple Watch Pride Edition, приуроченную к радужному параду, который проходит в самом начале лета в Сан-Франциско. И у меня есть целая коллекция данных ремешков, которую я хочу представить вам на обзор. А также рассказать, как установить циферблаты Pride себе на Apple Watch. Так что не будем терять время и давайте начнем. Ремешок Pride 2017. Сейчас такой ремешок купить достаточно проблематично. Помню, я в 2018 году заморачивался, чтобы его достать. Но в итоге мне повезло, я купил. Такие ремешки бывают на 42 мм и 38 но они универсальные и подходят для моделей 40 мм и 44. Давайте раскроем и посмотрим поближе, что это за ремешок. Коробка, кстати, стандартная, как для обычных Apple Watch ремешков. Данный ремешок – обычный нейлоновый Apple'овский ремешок, только, как вы уже поняли, отличается яркой радужной раскраской. Посмотрите, в жизни он выглядит еще лучше, чем на картинке. Я влюбился, когда увидел впервые этот ремешок. К тому же он выглядит очень выигрышно с моей белой керамикой. Эти красные вставки, они контрастируют на белом, плюс Digital Crown, который тоже покрашен в красный, выглядит стильно. Сейчас достанем и примерим. Я покажу подробнее. Итак, надеваем одну часть ремешка. Одевается она очень легко. Она же на магнитах. И вторую. Кстати, в 2017 году Apple делала только ремешки, а фирменные циферблаты не устанавливала. Поэтому я взял циферблат с 2019 года. Вот посмотрите, выглядит круто. Ну а теперь давайте посмотрим на версию Pride 2018 года. С ней было все проще, я уже был погружен в тему и знал, что каждое лето Apple выпускает ремешки. И по сути я его ждал. Купил я его, правда, у перекупа в Москве. Да, переплатил, он мне обошелся в районе 6000 рублей, но результат того стоил. Вы только посмотрите на это. Сейчас достану, что-то не очень получается. Так, ну давай уже вынимайся. Вот, ну коробка стандартная, такая же, как и от предыдущего ремешка. Итак, смотрите. Этот ремешок выглядит тоже очень стильно, и Apple впервые применяет к нему циферблат, который является продолжением данного ремешка. Единственный минус данного ремешка за счет того, что он светлый, он очень маркий и пачкается, приходится его периодически стирать. Но, кстати, эти ремешки, они не очень любят воду, поэтому нужно аккуратнее. Но в целом, посмотрите, сколько лет я его периодически ношу, выглядит он достаточно хорошо. И на нем уже, заметьте, написано Pride 2018. Давайте мерить уже. Еще меня очень радует то, что белая керамика и вот эти белые вставки смотрятся как единое целое. По сути, продолжение ремешка. Монолитом я вообще просто тащусь от этого. А в совокупности с циферблатом, смотрите. Плюс циферблат еще шевелится. То есть это не просто картинка. А от каждого клика или включения экрана там дергается все. Короче, супер. Ну вот мы добрались до версии 2019 года. Кстати, что я заметил, что Apple в своих App Store в Европе цену понизила. Здесь он был куплен за 59 евро, сейчас цена 49 евро. То есть 10 евро экономия. Ну, приятно. Теперь о коробке. Коробка стала отличаться от предыдущих версий. Во-первых, нету надписи Apple Watch, посмотрите сами. И размер, она стала значительно шире. Видите, насколько она стала шире? Ну да ладно. Давайте уже я его распакую и вам покажу. Данный ремешок сделан уже не из нейлона, а он такой
более, как это называется, тряпичный, спортлуп, короче говоря. Вот, посмотрите, на липучке. Сейчас его вынем. Цвет тоже яркий. Как Apple так умудряется? Вроде радуга одна, но каждый год она выглядит по-разному. Вот. Как всегда, буклеты. Так, убираем эту наклеечку и вынимаем. Ну вот, посмотрите, липучка. Опять же, эмблема Pride. Стильно, стильно. Мне очень нравится. Что-то такое необычное. Как всегда, эмблема с размером 44 мм. Ну давайте уже одевать и примерять. Кстати, здесь я уже использую циферблат 2019 года, который был выпущен к моменту выхода данного ремешка в продажу. Вроде мелочь, но мне очень приятно вот эта вся тема. Циферблаты, ремешки. Это добавляет красок определенных. По любой. Так, одеваем. Вот, смотрите, и так он на липучках. Хоп. Вот и все. Коробка выполнена в том же стиле, что и в предыдущем году. Но тут появилась надпись. Посмотрите, радужная надпись, где написано, что Apple гордится тем, что оказывает финансовую поддержку правозащитным организациям ЛГБТ, работающим над позитивными изменениями. Раньше таких надписей не было на коробках, но теперь она появилась. А в целом коробка без особых изменений с прошлого года. Ну а теперь переходим к самому интересному моменту. Дело все в том, что в связи с пандемией я заказывал данные ремешки из Америки. И в 2020 году их выпустили целых два. Одна версия называется просто Pride, а вторая версия Nike. И я их не открывал. Как они ко мне пришли, я их положил и ждал, когда я для вас сниму обзор. И вместе с вами посмотрю на эти ремешки и заодно поделюсь первыми впечатлениями. Итак, погнали. Также хочу отметить, что ремешки в этом году выполнены из силикона. Ух ты, смотрите, разноцветная инструкция, как его ставить. Так, и кульминация момента. Опа! Вау, какой же он классный. Он такой яркий. Вы знаете, мне сложно передать. Картинка, наверное, передаст вам ощущение, но в жизни это ж нечто. Еще смотрите, полоски кривые, это так задумано специально. И целых 3 ремешка для разных размеров руки. L и M. Большой и маленький. Я почему-то всегда беру большой. Хотя маленький на меня тоже налазит, но не знаю, я привык большим пользоваться. Поэтому надо доставать. Блин, он так запрессован, достается тяжело, но все равно сейчас подцепим. Не, я в шоке, просто он такой классный, вы только посмотрите. Какие краски, какие полоски, вау. А смотрите, какая надпись в этом году. Pride 2020, 44 мм. Мне нравится. Не знаю, вы пишите в комментариях, какой вам из ремешков больше понравился. Мне просто они нравятся каждый по-своему. Мне интересно узнать ваше мнение. ML. Так, ну что, давайте примерять. Так, одеваем. Один готов. Теперь второй. Хлоп. Так, во, все готово. Не, это нечто. Вы знаете, с этим циферблатом вообще бомба. Просто бомба. Ну что, не будем терять время, давайте с версией Pride Nike разберемся. Поскольку это версия Nike, коробка от ремешка выполнена в черных тонах. И на ней красуется надпись, что уже теперь Apple и Nike гордятся тем, что оказывают финансовую поддержку правозащитным организациям ЛГБТ, работающим над позитивными изменениями. А так ничего особенного, обычная коробка для ремешка в стиле Nike. Тянем за хвостик. Если честно, мне не терпится, я в предвкушении нахожусь. Какая это версия, как она выглядит. Хочется посмотреть, подщупать. Так, вынимаем. И видим надпись Apple Watch с соплей от Nike.
Инструкция тоже цветная, как его надевать. Вау, в дырочку, все в стиле Nike. Но мне та версия, конечно, понравилась больше. Но выглядит тоже необычно. В любом случае, разнообразие всегда приятно. Давайте вынем, примерим, и я вам покажу. Пленку снимаем. Смотрите, какая надпись красуется, красного цвета. Apple Nike. Выглядит классно. Учитывая, что он силиконовый, мне кажется, прослужит он подольше, чем предыдущие версии ремешков. Силикон — это самый вообще оптимальный вариант с точки зрения долговечности. С ним даже можно купаться. И ничего с ним не будет. Так. А здесь что? Ну, размер. Здесь, кстати, как и в обычной версии Pride 2020, тоже 3 ремешка. Ну, как во всех силиконовых. Для маленькой руки и большой. Давайте вставляем, одеваем и смотрим, как это выглядит. Ну вот, получилось. Осталось только примерить на руке. Потрясающе, мне очень нравится. Я в восторге. Официально на территории Российской Федерации данные ремешки не купить, если только у перекупов за овер дофига денег, или самому отправиться за границу в поисках данных ремешков. Но здесь нужно знать, что Apple по миру продает эти ремешки с июня по август, а потом снимает с продажи, а на следующий год уже выпускает новую модель. Такая же чехарда с циферблатами. Здесь важно, чтобы два устройства, которые сопряжены между собой, это iPhone и Apple Watch, не были Ростест, иначе циферблат Pride не встанет. Это легко проверить, какой у вас iPhone и Apple Watch. По коду модели сзади на коробке. Последние две буквы до дроби. К примеру, у меня код на коробке iPhone ZA, что говорит о том, что он из Гонконга. А на коробке Apple Watch Series 3 код LL, это говорит о том, что они из США. И при таком раскладе у меня проблем с установкой циферблатов на Apple Watch серии Pride не будет. А вот список моделей для России, так называемый Ростест, из стран СНГ. РУ, РП, РС, РМ, РР, РК, QB. Ну что ж, если у вас не Ростест модель из списка, то эта инструкция по установке циферблатов специально для вас. Тут все просто, ничего сложного нет. Для чистоты эксперимента давайте зайдем на iPhone в программу Apple Watch и убедимся, что циферблатов Pride у нас сейчас нету. Так, зашли. Смотрим. Циферблатов Pride действительно нету. Все, выходим отсюда и переходим в настройки iPhone. Тут выбираем основные. Уже в основных выбираем язык и регион. И в списке регион, где у меня стоит Россия, выбираем любой другой регион. Я хочу установить Германию. Ну не знаю, я так люблю. Всегда устанавливать Германию. Где же она? Куда пропала? Что-то найти ее не могу. А, вот она. Выбираю Германия. Выскакивает уведомление, что iPhone перезагрузится при смене региона. Перезагрузился. Замечательно. Теперь захожу в программу Watch. Естественно, ваши Apple Watch должны быть подключены к iPhone. И тут захожу в основные, выбираю язык и регион. И внизу, где регион, также выбираю Германию. Также выскакивает сообщение: применение этой настройки приведет к перезапуску Apple Watch. Сменить на Германия. Подтверждаю. После чего загорится на Apple Watch установка языка и часы перезагрузятся. Нужно набраться терпения и подождать. Затем возвращаемся к iPhone в программу Watch и выбираем циферблаты. И тут вверху, прям с лету, уже видим, красуется Pride цифровой. Но мне этого недостаточно. Хочу посмотреть весь список циферблатов Pride и убедиться, что они доступны. Для этого листаю вниз. 2018 год, 2019 год, 2020. В 2020 году добавили еще дополнительные вариации с цифрами и круговыми полосками.
А вот эти циферблаты мне, к сожалению, недоступны, потому что у меня Apple Watch Series 3. Зато для владельцев Series 4 и Series 5 они доступны в полной красе. А также для владельцев Apple Watch Series 4 и Series 5 Nike версии доступен еще один дополнительный циферблат, который вы видите сейчас на экране. Вот и мой ролик подошел к концу. Пишите в комментариях, какой циферблат и какой ремешок вам понравился больше всего. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. А я желаю яркого лета, теплого солнца и до скорых встреч на канале.